Всем привет, друзья! Сегодня у нас не будет привычной распаковки и обзора товаров из Китая, а будет распаковка товаров с российского сайта ultrabox.ru. Значит, возникла у меня, друзья, необходимость купить и установить багажник на крышу моего Капкапыча, то есть Renault Captur. Вы все знаете, владельцы Renault Captur, что у нас багажник совершенно маленький. Допустим, у меня семья из 4 человек, и куда-то, если нужно выехать на природу, отдохнуть, то вещей туда влазит очень маленькое количество. Допустим, у меня одна палатка весит 16 килограмм и занимает, там, не знаю, четвертую часть багажника сразу. Вот и было принято решение прикупить поперечины и рейлинги. Значит, друзья, поперечины у нас идут Turtle Air 1, а рейлинги у нас идут Can Automotive. То есть вот так это все выглядит. Все было упаковано просто на ура. На данных кадрах вы видите, как я борюсь с этим стрейчем, которым было все замотано. То есть упаковано, хоть играй в футбол. За что огромное спасибо продавцам. Ну а теперь, друзья, посмотрим комплектацию поперечин и комплектацию, соответственно, рейлингов. Вот такая коробочка, даже с ручкой. Видите, как это все красиво для переноски. И просто красивая коробка. Нигде ничего не помято. Все шикарно и отлично. Итак, вскрываем и смотрим наши, друзья, поперечины. Вот так это все дело у нас упаковано. Просто красиво. Значит, имеется в комплекте 2 алюминиевых профиля. Сами поперечины. Вот такие вот торцы. Такой профиль. Видите надпись Turtle. Фронт вперед. То есть перепутать установку мы никак с вами не сможем. Имеются 2 резинки, которые вставляются у нас в данный паз. И вот такой вот, так вот красиво упакован остальной комплектик у нас с крабами. Имеется, друзья, инструкция. Инструкция, к сожалению, не имеет русского языка, но по картинкам нам с вами и так все дело понятно. Вот такие вот окончания наших профилей, то есть крабики. Все очень качественно выполнено. Очень качественно. Вот крабик у нас с комплектом ключиков. Так, ну и вот такой вот маленький наборчик еще есть. Значит, смотрите, даже подарок идет. Вот такой вот маленький тропичный брелочек, что тоже приятно. Идет, друзья, вот такой вот ключик для монтажа шестигранный. И в комплекте 4 таких подкладных, как я называю, резиночки, друзья. Все, с этим наборчиком у нас все. Переходим смотреть непосредственно рейлинги. Рейлинги у нас упакованы следующим образом. Все было замотано. Один и второй вот точно так, как этот рейлинг. Я один специально не распаковывал. На данных кадрах вы видите, как это все было выглядело. Очень классно упаковано. Окончания, видите, были увенчаны у нас вот такими картонными прокладками. Между ними также лежали картонные прокладки. Ну и вот так у нас выглядит сам наш, друзья, рейлинг. Надеюсь, видно и понятно. Далее по комплекту мы имеем инструкцию. Вот такая вот, друзья, инструкция. Все очень подробно показано, описано, что, как и зачем нам нужно делать. Также, друзья, в комплекте мы имеем монтажный наборчик. Вот так это выглядит. Все, я уже это все дело бросил в свой пакет, так как при распаковке я никак не смог оставить целый пакет. Так, что мы здесь имеем? Имеем, друзья, 4 кронштейна. Кронштейны у нас изготовлены из нержавеющей стали. Довольно прочные, отличные. И металл здесь порядка 2 мм. Все у нас подписано, ничего не перепутаем. Задняя левая. Задняя правая. И вот 2 такие вот передние усиленные, увеличенные опоры, я бы сказал. Передняя левая, передняя правая. Все выглядит просто отлично. Также имеется ключик монтажный под шестигранник. Есть у нас
друзья, герметик. Нам ничего не надо бегать в магазин, все есть в комплекте. Имеются вот такие монтажные винты для крепления наших рейлингов. Винты М6. Имеются, друзья, все по 4 штуки, 4 вот таких прокладочки, шайбы. Имеются вот такие вот заглушки пластиковые в количестве 4 штук, для того, чтобы нам после монтажа установить и закрыть этими заглушками данные отверстия. И есть вот таких вот тоже 4 штуки, таких вот, друзья, 4 крабика резьбовых. Ну, а теперь возьмем наш рейлинг и просто приложим к автомобилю. Сегодня у нас будет видео с обзором комплектации данных рейлингов, а позже сделаем видео по установке. Итак, вот так вот у нас выглядит наш рейлинг на автомобиле. Довольно брутальный вид. Как видите, рейлинги у нас, друзья, трехопорные. Единственный для меня минус — это что третья опора у нас просто будет опираться на крышу. Ничем она не фиксируется и не крепится. Но, судя по изготовлению данных рейлингов, все должно быть шикарно. Многие из вас скажут, зачем ты покупал эти дорогие рейлинги, когда можно было купить рейлинги от АПС. Друзья, у меня есть два фактора, по которым я не покупал рейлинги от АПС. Если вам, допустим, нужны рейлинги сугубо для красоты, для придания брутального вида автомобиля, да, без вопросов, вы можете купить и установить рейлинги АПС. Но мне, как вы поняли, это все нужно для нагрузки, для перевозки багажа. Поэтому для меня два фактора таких, что я выбрал именно эти рейлинги от Ultrabox. Сейчас объясню почему. Значит, если вы возьмете рейлинги АПС и, допустим, Ultrabox, то вы увидите, что в рейлингах АПС у нас эти окончания не металлические, как в моем случае, а просто они здесь заканчиваются, металл, а здесь все пластик. То есть наш металлический профиль вставляется просто в пластик. И обратите внимание, отверстие у нас находится порядка 15-20 сантиметров от края. В то время как у рейлингов АПС это отверстие для крепления находится порядка 35-40 сантиметров от края. То есть вот здесь вот где-то примерно они крепиться будут, да? Вот, если ездить, опять же, для красоты, все будет нормально. Можете покупать, устанавливать рейлинги АПС, но не для груза. Почему? Потому что при нагрузке наш этот хвостик приподнимется и будет вот так вот все время ерзать. Тем самым натирать наше лакокрасочное покрытие, что в моем случае, да и, наверное, в вашем случае недопустимо, друзья. И второй важный момент, друзья, хоть рейлинги АПС и заявлены без сверления крыши, да, крышу сверлить нам там не надо, но нам надо сверлить, друзья, молдинг, что для меня тоже, допустим, в моем случае недопустимо. Поэтому и был сделан выбор в пользу рейлингов Automotive от Ultrabox. Друзья, у магазина ultrabox.ru есть одноименный YouTube канал ultrabox.ru. И если вы подпишетесь на их канал, то доставка рейлингов к вам будет совершенно бесплатна. Также можете перейти на их канал и посмотреть, даже не посмотреть, а увидеть множество различных видео по установке данных рейлингов на множество различных марок автомобилей. Я думаю, вам будет интересно. Все ссылки я оставляю в описании к видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. На этом будем с вами прощаться. Простимся мы с вами, наверное, до следующего видео по установке данных рейлингов. Вот, постараюсь я их установить и показать вам все, как и зачем происходит. Всем пока! Ты заходи, если что.